Основная идея квантовой механики заключается в том, что ваш субъективный разум оказывает влияние на объективный мир на крайне малом уровне субатомных частиц. Эйнштейн и Планк экспериментировали с субатомными частицами, вводили в них энергию, нарушали их состояние, ожидая, что электроны будут вести себя подобно яблоку, падающему с дерева, так же предсказуемо, как и в ньютоновском мире. Однако этого не происходило. Электроны исчезали и появлялись заново, словно шар, скатывающийся по ступенькам. Они внезапно осознали, что поведение мира субатомных частиц отличается от поведения больших объектов, таких как планеты, Солнце и падающие с деревьев яблоки. Поведение субатомных частиц отличается от поведения больших объектов, таких как планеты, Солнце и падающие с деревьев яблоки. По мере того, как ученые искали, исследовали и измеряли электроны, стало понятно, что наблюдатель, разум тесно переплетены на уровне субатомных частиц, и что их невозможно разделить. Фактически в каждом эксперименте по квантовой физике необходимо присутствие наблюдателя, потому что без него результат меняется. Я встречался с квантовыми физиками и обсуждал с ними это до самого рассвета, и они всегда говорили: «Да, знаешь, эффект наблюдателя влияет только на субатомный мир, но этого не происходит с очень большими вещами». И я всегда отвечал им одно и то же: может, мы просто неправильно это наблюдаем? Может быть, нам стать лучше в наблюдении и фокусировке? Квантовое поле — это невидимое поле энергии или частоты. Каждая частота несет информацию, выходящую за пределы пространства и времени. Там нет тел, нет людей, нет вещей, нет мест, нет даже времени. Это одно бесконечное поле. Его называют плодородным пустотным пространством, объединенным полем, нулевой точкой, где нет ничего физического. Но именно там существуют все возможности. Вы не можете войти туда как личность, вы не можете войти туда как ваше тело. Фактически, когда мы учим людей подключаться к этому полю, мы говорим им: теперь настало время стать никем, ничем, нигде, в никакое время. Это означает, что если вы не свое тело, то у вас нет внимания к своему телу, нет внимания к своей личности или людям в вашей жизни, с которыми вы идентифицируете себя. У вас нет внимания к вещам, которыми вы владеете, к объектам, которые вы знаете. Нет внимания к месту, где вы сидите, где работаете, где спите, к вашему дому. И нет внимания к привычному прошлому или предсказуемому будущему. Есть только одно – вы. И вы есть в тот момент, который осознает сознание. И это «я» — это ключевая точка, это дверь в квантовое поле. И вы не можете войти туда как кто-то, вы должны войти туда как никто. Поэтому обучение людей тому, как добраться до этой точки, является частью формулы. Это означает, что нужно уметь быть там без лица, без имени, без диеты, без своих проблем, без своей болезни. Они должны уметь отделиться от всего знакомого в своей жизни. Медитация, да, это то, чему мы учим людей. Это действительно довольно просто. Большинство людей сужают свое внимание на материальные вещи. Это естественно для наших глаз, мы сужаем свое внимание на объекты. Это называется узким фокусом или фокусом на объект. Оказывается, когда вы находитесь в стрессе или включается реакция борьбы или бегства, вы действительно сужаете свое внимание, потому что ищете опасность, вы предвкушаете опасность. И люди застревают в очень узком фокусе. На самом деле, когда они под стрессом, они одержимы одной мыслью, они сужают свое внимание и не могут выйти за пределы этой мысли. Но на самом деле это адаптация. Если за пределами пещеры находится тираннозавр, и тогда вам нужно удерживать свое внимание.
Вам нужно оставаться в напряжении, чтобы не быть съеденным. И это становится привычкой. Так называемый узкий фокус очень вреден для мозга, поскольку вы находитесь в состоянии возбуждения из-за этих химических процессов. Когда вы находитесь в таком состоянии и переключаете свое внимание от одного человека к другому, от одной встречи к другой, от одной проблемы к другой, от одного места к другому, у каждого человека, каждой вещи, каждого объекта, каждого места есть нейронная сеть в вашем мозге. По мере того, как вы переключаете свое внимание между этими вещами, ваш мозг находится в очень возбужденном состоянии. Это похоже на грозу в облаках. Ваш мозг активирует эти сети очень несогласованно. И когда ваш мозг не согласован, то вы также не согласованы. И тогда нужно сделать ровно обратное, перейти от узкого фокуса к широкому, открыть ваше внимание, сфокусироваться на пространстве, на ничто. Когда вы закрываете глаза и чувствуете пространство, вы перестаете анализировать и думать. По мере того, как вы чувствуете пространство, ваши мозговые волны начинают замедляться. И по мере их замедления, в определенный момент, ваша автономная нервная система начинает сливаться и синхронизировать те цепи, которые были не в равновесии. И то, что соединяется в мозге, там и связывается. Внезапно мозг начинает работать более согласованно. Когда это происходит, мы называем это состояние выходом за пределы себя. Вы забываете о себе. Это момент, когда вы входите в это поле. Но вы не можете туда войти, связав себя с чем-то известным. Вы должны войти как неизвестный. Вы должны уделить этому больше внимания и меньше внимания себе. Чем выше вибрация, тем выше частота. Чем выше вибрация, тем выше частота. Я имею в виду, что чем выше уровень осознанности, тем больше мы видим в наших событиях. Первые 2 дня – это попытка преодолеть себя. И я создаю условия, в которых мы идем дальше, чем обычно идут люди. Как правило, они достигают определенной точки и останавливаются, а я говорю: теперь мы пойдем дальше, и рано или поздно они начинают отпускать себя. Когда они начинают прорываться, они вносят свой вклад в поле. Когда мы измеряли энергию в комнате после первого дня на большинстве наших мероприятий, то на самом деле энергия повышается. На следующий день она повышается еще больше, и это доступная энергия для исцеления, для тех, кто хочет пережить мистический опыт, и для творчества. Таким образом, это становится процессом воздействия. Наши исследования показывают, что мы отлично учим людей подавлять свой неокортекс, выключать свет в этом механизме, который является вашим банком памяти всего вашего известного личностного «я». Как только вы подавляете этот мозг, что у вас остается? У вас остается подсознание, у вас остается автономная нервная система, а это как антенна. Мы видим, что когда люди начинают этим заниматься, они начинают встраиваться. У них начинаются глубокие мистические переживания, начинаются очень глубокие энергетические моменты, и они влияют друг на друга. И когда формируется сообщество людей, то достигается определенное состояние. Это просто волшебство, все просто, и все происходит. Когда мы проводили мероприятие на Майорке, мы опросили 1300 человек, и все они сказали, что это была самая удивительная неделя в их жизни. Вся аудитория пережила какой-то личный прорыв, удивительное исцеление или мистический момент, который изменил их на всю жизнь. И это становится частотой, с которой все начинают синхронизироваться.
Таким образом, когда люди начинают преодолевать все свои старые программы, никто не жалуется. А если никто не жалуется, а только вы один жалуетесь за обеденным столом, то все обращают на вас внимание, и вы понимаете, что вы выделяетесь. Но, так как никто другой этого не делает, у вас нет поддержки, и, наконец, вы просто прекращаете жалеть себя. У нас есть замечательные истории о матерях, чьи взрослые дети с аутизмом или проблемами психического здоровья претерпели удивительное преображение благодаря изменению энергии матери, что повлияло также на детей. Я всегда говорил моему персоналу, еще когда вел свою клинику, наша энергия должна быть выше, чем у каждого, кто переступает этот порог, потому что мы хотим поднять энергию каждого. Так что это работает в обе стороны. Иногда вы начинаете встраивать других людей в эту частоту, и это становится волшебством, а иногда вы не можете достичь этого и опускаетесь до более низкого уровня. И в этом заключается наша и ваша работа. Это работа на каждый день, как я сегодня справился. В конце дня спросите себя, как я сегодня справился? Когда я потерял осознание, когда я потерял свой контроль? Если это произошло снова, что бы я сделал по-другому? И теперь вы развиваете свой собственный опыт себя. И вы говорите, в следующий раз, когда это произойдет, я буду готов, потому что я буду мысленно репетировать свое будущее поведение. И таким образом, вы устанавливаете аппаратное обеспечение в своем мозге, чтобы пройти через этот опыт. И это является эволюцией. И я думаю, что люди начинают это очень хорошо понимать. Некоторые люди возвращаются в свою жизнь и каждый день работают над собой, и у них вся жизнь становится лучше. Некоторые люди заняты, устают, пропускают несколько дней и возвращаются к своему прежнему «я». И им приходится снова начинать все сначала. И я всегда говорю людям, мне все равно, когда вы остановились, мне важно, когда вы начинаете снова. Здесь кроется вся красота. В моменты, когда поле начинает реагировать, и Вселенная начинает давать вам обратную связь. Я видел это очень много раз. Когда начинается волшебство, когда все, к чему вы стремились, ранее начинает происходить как из ниоткуда, в этот момент вы посмотрите на всю свою прошлую жизнь, и вы не захотите изменить ни одной ее детали, потому что именно она привела вас к настоящему моменту. Это момент, когда прошлое перестает существовать. Это момент свободы. Это момент, когда вы говорите «все стало ясно». И сейчас многие люди, занимающиеся этой работой, начинают повышать свою осознанность. Обычно люди говорят примерно так. «Теперь все стало ясно, я понимаю все. Я никогда не чувствовал столько любви в своей жизни». Конечно, они не рассматривают это с того же уровня сознания. Они уже не в лабиринте, они смотрят на это сверху, и все становится ясно. Это не является для них разрозненным, это единое, потому что чем ближе вы подходите к этому объединенному полю, к невидимому полю энергии, которое связывает все материальное, тем больше уровней целостности, уровней единства вы переживаете. И по мере того, как вы это делаете, вы ощущаете меньше разделения, и все становится понятно. Все связано, потому что вы находитесь на более высоком уровне. Представьте, сколько вы можете достичь с этим. Это тот уровень, на котором происходят удивительные вещи.